Под беспощадным солнцем африканской саванны медленно двигалось большое стадо слонов. Горячий воздух дрожал над желтой травой, создавая иллюзию воды вдалеке. Казалось, будто сама земля дышит жаром. Ветер лениво перекатывал сухие стебли, а в небе кружили редкие птицы. Во главе стада шла старая и мудрая слониха по имени Мелара. Она прожила долгую жизнь, пережила засухи, пожары и встречи с хищниками. Ее бивни были покрыты следами времени, а взгляд спокойным и уверенным. За ней следовали остальные – взрослые самцы, молодые самки и несколько детенышей. Рядом с Меларой шла молодая слониха Селви. Она внимательно следила за своим малышом, слоненком по имени Лира. Он родился совсем недавно и только начинал открывать для себя огромный и загадочный мир саванны. Лира с любопытством рассматривал все вокруг. Его привлекали блестящие камни, необычные запахи, звуки птиц и стрекот насекомых. Иногда он спотыкался о кочке, но быстро поднимался и продолжал путь, стараясь не отставать от матери. Стадо направлялось от одного источника воды к другому. Этот маршрут был знаком слонам уже много лет. Они двигались спокойно, но всегда оставались настороже. Каждый шорох, каждое колебание земли могло означать опасность. Когда слоны остановились, чтобы выкопать сочные корни и поесть, Лира заметил яркую бабочку. Ее крылья переливались синими и оранжевыми оттенками. Она кружилась над травой, словно играя с солнечными лучами. Зачарованный, малыш побежал за ней. Сначала он отошел всего на несколько шагов, затем еще дальше. Бабочка то поднималась вверх, то садилась на цветы, и Лира следовал за ней, не замечая, как расстояние между ним и стадом увеличивается. Вокруг все казалось удивительным. Птицы вспархивали из травы, кузнечики прыгали под ногами, легкий ветер касался его ушей. Лира играл, крутил хоботом листья, разбрасывал веточки и радовался жизни. Он не чувствовал страха. Тем временем Селви закончила есть и обернулась, чтобы проверить сына. Лира исчез. Она замерла, затем тревожно протрубила. Ее голос разнесся далеко по равнине. Ответа не было. Селви позвала снова, громче и настойчивее. Мелара тут же почувствовала тревогу. Она подняла голову, прижала уши и вытянула хобот, улавливая запахи. Остальные слоны тоже напряглись. В стаде воцарилась тишина. Тем временем Лира оказался в незнакомом месте. Трава здесь была выше, солнце палило сильнее, а вокруг стояла непривычная тишина. Даже насекомые словно исчезли. Малыш остановился. Внутри него появилось странное чувство. Смесь беспокойства и осторожности. Его инстинкты, еще слабые, подсказывали, нужно быть внимательным. И вдруг он заметил движение. Из высокой травы начали выходить львы. Сначала показалась одна львица, затем другая. Потом появились еще. Всего их было 8, сильных, ловких и опытных охотников. Они двигались медленно, окружая добычу. Их глаза внимательно следили за каждым движением Лира. Слоненок понял, он в опасности. Страх сжал его сердце, но не парализовал. В памяти всплыли сцены, когда взрослые слоны защищали друг друга. Он видел, как они громко трубят, поднимают пыль и отпугивают врагов. Он решил попробовать сделать то же самое. Лира расправил уши, поднял хобот и издал громкий, пусть и неуверенный звук. Затем он топнул ногой, подняв облако пыли. Львы на мгновение замерли, удивленные его смелостью. Первая львица осторожно приблизилась, прижавшись к земле. Она сделала резкий рывок, но Лира снова затрубил и замахал хоботом. Однако один из молодых львов все же бросился вперед и задел его когтями. Острая боль пронзила бок. Лира вскрикнул. Этот крик услышала Селви. Она узнала его сразу. Не раздумывая, она помчалась вперед. Каждый ее шаг отдавался гулом в земле. В груди бушевала тревога, а в сердце решимость спасти сына. За ней двигалось все стадо. Через несколько мгновений Селви ворвалась в круг хищников. Она громко заревела и бросилась на львов, размахивая бивнями. Хищники отскочили. Они не ожидали такой ярости. Лира прижался к ноге матери, дрожа, но не падая. Вскоре подошли и остальные слоны. Они выстроились полукругом, создавая живую стену. Мелара вышла вперед, ее взгляд был суровым и решительным. Она медленно качнула головой,
предупреждая врагов. Слоны начали топать, поднимая облака пыли. Их трубные звуки наполнили воздух силой и угрозой. Львы колебались. Голод подталкивал их к атаке, но мощь стада пугала. После нескольких неуверенных попыток они отступили и скрылись в траве. Вскоре послышался шум моторов. К месту происшествия подъехали рейнджеры национального парка. Они внимательно наблюдали за происходящим, стараясь не напугать животных. Один из них, ветеринар Адама, осторожно подошел к стаду. Он знал повадки слонов и двигался медленно. Милара позволила ему приблизиться. Адама осмотрел Лира, обработал рану, наложил повязку и вел лекарства. Селви все это время была рядом, ласково касаясь сына хоботом. Постепенно малыш успокоился. Когда помощь была оказана, рейнджеры уехали. Слоны еще долго стояли на месте, словно проверяя, что опасность действительно миновала. Лишь когда солнце начало опускаться к горизонту, стадо снова тронулось в путь. Они шли медленно и величественно. Лира шагал рядом с матерью. Он немного прихрамывал, но держал голову высоко. В его глазах появилось новое выражение – уверенность. В этот день он понял, что значит быть частью семьи. Он научился быть смелым, бороться за жизнь и доверять тем, кто рядом. А саванна вновь погрузилась в привычный ритм, сохранив в себе историю маленького слоненка, который впервые почувствовал силу своего рода.